Друзья, всем привет! Меня зовут Артур, вы на канале Chico Rico Life. И я продолжаю видео про свой локаль, купленный здесь, в Испании, в Аликанте. Хочу ответить на все вопросы, которые вы мне задавали под видео о покупке, где я рассказывал, как я оказался в Аликанте, почему я здесь купил этот локаль. И, собственно, ответить на все вопросы, которые вы мне задавали, а их было очень-очень много. Буду отвечать на вопросы, вот как писали в комментариях, так и отвечу. Первый вопрос был, а не будет ли заливать во время дождей? Давайте я вам покажу сразу, как это все выглядит. Здесь есть такие ливневки, вот они. Они большие, и я сюда приходил в дождь, и они действительно спасали. И никаких здесь луж, ничего не стояло. То есть вся вода, она просто максимально быстро отсюда уходила. Не вижу вообще никакой проблемы с этим. Здесь дожди, господи, дай бог, неделю в году польют и перестают. То есть большая часть времени здесь стоит засуха и жара. Не знаю, как в других регионах, но здесь это именно так. Сколько такой ремонт обойдется? Сколько стоит сантехника и мебель и так далее и тому подобное. Да? Я сам пока не знаю, во сколько мне обойдется ремонт, но, скорее всего, это будет около 20-30 тысяч евро, мне так кажется. Потому что это две студии получатся, и каждую из них нужно будет, помимо того, что отремонтировать, еще и обставить мебелью. По поводу железей, чтобы оставить, зачем их менять? Это прям максимально много вопросов было, кто писал про жалюзи. Ребят, они очень тяжелые, это первое. А второе, сейчас я пришел, время 10 утра, здесь тенек. Но как только солнце выйдет, а оно буквально через пару часов сюда выйдет, и эти панорамные окна, с ними просто невозможно будет укрыться от жары. Потому что эти стекла будут нагреваться максимально сильно. И чтобы, представляете, закрыть жалюзи, ну, мне либо надо выйти на улицу, да, и наполовину вот так закрыть, либо как, объясните. То есть, поэтому была идея поставить панорамные окна, но я от них отказался в пользу стандартных окон. Ну, плюс-минус стандартных, они будут все равно больше, чем сами стандартные окна. Ну, в общем-то, будет закладываться часть этого пространства и делаться окна. Жалюзи будут убираться. И, как я уже говорил, все окна, в принципе, да, вот посмотрите наверху, они уже идут с жалюзями. То есть ты поставил окно, и ты закрыл эти жалюзи. Да, вот вопрос, почему вы хотите убрать панорамные окна? Именно поэтому и хочу убрать, потому что летом невозможно будет находиться под панорамными окнами. Они нагреваются так, что это просто батарея такая становится, и ты ни с каким кондиционером не справишься. Охладить помещение будет очень жарко. Поэтому я от панорамных окон, к сожалению, отказываюсь. Спасибо за видео. Было бы интересно увидеть варианты квартир, которые ты тоже рассматривал и снимал. А я действительно их снимал. Я тут посчитал, я, по-моему, штук 20 квартир, пересмотрел здесь в Аликанте, прежде чем купить это. Поставьте лайки, подпишитесь, я сниму это видео, если действительно будете активны в комментариях. Можно ли прописаться в локаль? Вы знаете, я узнавал. То есть, если это единственное твое жилье в Испании, то ты можешь прописаться в локале. Это мне говорят риэлторы местные здесь, которые в Аликанте. По закону я не знаю, могут ли вас прописать или нет. У меня прописка сейчас в другом месте, мне пока нет необходимости сюда прописываться. Но сама суть, что прописаться как будто бы в локале можно, если это единственное жилье. Про материалы. Я сам еще не знаю. Я ездил в Леруа Мерлен, вот на днях уже видео, кстати, есть на канале. Смотрел там плитку, сколько будут умывальники стоить, ну, такие сопутствующие товары. Какие материалы буду использовать, пока не знаю. Вы пишите в комментариях, посмотри это, изучи то. Не знаю, будет ли у меня много времени изучить все эти материалы и выбрать хорошие. Но я думаю, знаете, в любом случае, что-то да сделаем здесь. Про стену. Она не несущая. Сейчас у меня там рабочие колотят. Она, слава богу, не несущая. То есть стена это была, как мне сказал работник, 5 сантиметров всего. Сейчас я, если покажу вам ее. Здесь уже все полностью разруха. Вот, ребят, смотрите, вот эта стена была вот здесь, вот она. Она была не несущая. Вот у нее ширина стены.
сколько тут? 5 сантиметров где-то ширина этой стены. То есть, соответственно, ее можно ломать. Здесь несущая только вот эта балка и вот этот столб. Это все, что здесь есть несущее. Все остальное это просто перегородки. Поэтому они здесь будут убираться. И сейчас я еще немножко расскажу вам про то, почему я отказался от помещения, чтобы сделать для себя и жить. И часть я хотел сделать под массажку, да. Но с учетом того, сколько стоит коммерческое помещение здесь, в Испании, я решил все-таки сделать 2 жилых помещения. Я не стал делать для себя квартиру и делать массажный кабинет. Потому что я понимаю, что, скорее всего, я потом все это продам и вернусь к своей мечте, чтобы купить дом в Испании. Поэтому я решил, что тем более есть такая возможность разделить его условно пополам и сделать 2 студии. Мне кажется, это продавать будет выгоднее и проще, нежели я буду коммерцию продавать. Таких людей, которые сами переезжают, делают, живут и тут же, допустим, делают маникюр, не думаю, что их так много. То есть те, кому нужно жилье, их действительно больше, поэтому, скорее всего, выгоднее получится продать как 2 студии жилых. Поэтому сейчас вот такая история здесь. Дальше по вопросу. Потолок 2,4, он был 2,5 изначально, и вот за счет того, что убрали сейчас этот навесной потолок, там добавилось еще условно 50 сантиметров, то есть сейчас около 3 метров высота, но, естественно, мы будем зашивать. Если 2,60 останется, уже хорошо, нормально, потому что 2,50 это очень маленькие потолки, очень низкие. На посудку лицензии не дают на посудку. Здесь стоит мораторий, как и, наверное, в Валенсии, по-моему, тоже до декабря 2026 года, то есть до конца следующего года, 26-го, мораторий. Там, не знаю, может быть, этот мораторий продлят, и, соответственно, ты также не сможешь получить лицензию на посудку. А если мораторий не продлят, то вот это тоже хорошее вложение. Тут, по сути, 2 студии, которые можно будет сдавать в посудку вообще на изи, потому что здесь очень близко море. Здесь близко торговый центр Плаза Мар. Здесь, в принципе, район хороший, спокойный, такой спальный. До центра здесь тоже минут 15 идти, поэтому я думаю, что если бы можно было получить в дальнейшем лицензию на посудку, то это было бы вообще идеально. По поводу перевода в жилье. Не все так просто. То есть перед тем, как купить это, да, я пригласил архитектора. Мне агенты сказали, что есть разрешение от всех собственников этого дома на то, что они не против, чтобы был перевод под жилье. Соответственно, чтобы получить разрешение на перевод, мне нужен был архитектор, с которым мы тут еще несколько недель согласовывали все эти планы, как это все будет выглядеть. Получили разрешение от жильцов. Архитектор все это сносил там в Аутаменто и принес мне разрешение на строительные работы. То есть вот поэтому сейчас здесь уже строительные работы идут. Есть очень много нюансов по требованиям, по стандартам, да. То есть поймите, если ты купишь квартиру жилую изначально, да, вот на 2-м этаже, ты можешь делать там все, что угодно, какой угодно ремонт, хоть как ломать стены, если они несущие, строить их в любом порядке и делать комнат сколько ты хочешь там. Но здесь, получается, это коммерческое помещение. И для того, чтобы его перевести в жилье, мне однозначно нужно соблюсти все требования, которые есть по закону здесь, в частности в Аликанте или вообще в целом в Испании. Стандарты по окнам, по свету, по электрике, по высоте потолков, по метражу. То есть там очень много всяких нюансов для того, чтобы сделать вот этот перевод из нежилого в жилье. Соответственно, мы с архитектором, или архитектор даже больше, он сказал, что это 100%, это можно сделать. Все, он пошел, сдал эти все документы, все получил сопутствующие документы от меня и получил разрешение на переустройство. То есть я это все сейчас переустрою, все сделаю, потом он придет, значит, с каким-то чуваком, видимо, из Аутамента, проверит, что да, действительно все сделано по проекту и выдаст заключение, что окей, переводи. Вот. Что касаемо цены. Ой, как вы меня захейтили за то, что я за 100 тысяч это купил. Да я не купил это за 100 тысяч. Я сказал, что у меня был бюджет 100 тысяч. Купил я это за 63 тысячи евро.
плюс я оплатил налоги 7000 евро, плюс я оплатил нотариусу 1000 евро, плюс я оплатил архитектору, на минуточку, я считаю, что очень большие деньги, это практически 6000 евро за 2 проекта, да, получается, 2 студии. И дальше сейчас вот будут ремонт, отделка. Не знаю, во сколько это мне встанет, все, подписывайтесь, по ходу пьесы будем вместе смотреть, считать. Поэтому хейтеры, куэйтеры, есть у Бьянки такая замечательная песня «Пошли вы в опу». Вот послушайте ее. Если есть какие-то вопросы еще, может быть, у меня сейчас каша какая-то в голове еще, потому что я сам, знаете, в первый раз с этим совсем сталкиваюсь, и мне тоже тяжело изъясняться, доносить свои мысли, потому что и так голова забита совсем другим. Из чего сделать перегородку, да, межкомнатную, межквартирную, какие делать полы, какой использовать клей. Вот сейчас голова именно этим забита. Поэтому вы меня извините, если я как-то сумбурно все это в кучу вам выкладываю, но вот как-то так пока. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки.